Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня у нас на обзоре Ferrari F40, легендарнейший суперкар из уже прошлого века. Я, честно сказать, очень долго не решался записывать на нее обзор, потому что машина настолько уникальная, что все время боишься чего-то забыть. Ну, потом я подумал, ну и ладно, что-нибудь, если даже забуду упомянуть, я думаю, настоящие фанаты этой машины гораздо лучше меня знают все ее преимущества. Итак, небольшой, собственно, экскурс назад в будущее, так сказать, а точнее в прошлое. На дворе у нас 87 год. Это последняя машина, которая была выпущена при жизни самого основателя компании Ferrari, то есть Энцо Феррари. Вот. И они в этом 87 году, собственно, отмечают юбилей, 40-летний юбилей марки, и к юбилею решили вот выпустить этот автомобиль. Что, собственно, и характеризуется его названием F40, то есть 40 лет со дня основания концерна. Первое, на что сразу же хочется обратить внимание, естественно, это ее двигатель, потому что, ну, Ferrari это конечно же, там, мощь, скорость и прочее. Значит, это у нас стояла V-образная восьмерка в задней части, объем 2,9, две турбины, и мощность его была около 480 лошадиных сил, что позволяло разгонять этот снаряд до 320 км в час, официально зафиксированный рекорд скорости. Крутящий момент был 577 ньютонов, и машина обладала пятиступенчатой механикой. Никаких автоматов, ничего, то есть чистая мощь, чистая дурь, скажем так. Вот. Что интересно по коробке, сразу хочу отметить, кулиса, то есть этой коробки передач была построена на, скажем так, основе Dogбone. Это так называемая Dogбone коробка, то есть когда у вас вторая и третья передачи находятся на одной линии, для того, чтобы, ну, поскольку вы чаще всего пользуетесь именно этими передачами в такой машине. Всего до 1992 года было выпущено 1315 машин этой модели, хотя изначально, естественно, они не планировали такое количество выпускать. Машина нужна была для гомологации, поскольку планировалась под группу B, но поскольку к моменту ее выпуска группу B уже упразднили, вот, от изначальной цифры в 400 автомобилей, это все переросло в 1315. Общий вес этой машины, что очень интересно, является 1100 килограмм. Почему? Потому что это изначально спортивный гоночный снаряд, который у нас построен на трубчатой раме, и все остальное, что есть у нее из навески, это у нас применение кевлара, карбона и алюминия. Что из интересного также хотелось бы отметить по ее весу, это краска. Ходят слухи и есть информация, что слой краски настолько тонкий, и, ну, то есть использовалось всего там буквально 2 килограмма этой краски, что даже под слоем краски на настоящем автомобиле можно увидеть переплетение самих нитей, там, кевларовых, карбоновых и прочих. Также на первых 50 автомобилях, вот честно скажу, я даже не поверил в это, окна на первой партии машин были из лексана и сдвижные, то есть чисто характерная такая особенность для чистых спортивных автомобилей. То есть здесь полностью спорт, здесь никакой там гражданской техники, ничего изначально не было. Это чисто спортивный автомобиль. Также потом уже стекла, то есть боковые эти пошли обычные, вот, но крышка над двигателем так и осталась из жаропрочного, жаростойкого лексана. И в обзоре Дага Демура мы можем увидеть, что через эту крышку, он там отмечал, можно просунуть руку и дотронуться до этого легендарного двигателя, то есть V8 и две турбины. Бешеная мощность, бешеные характеристики, это просто вот потрясающий автомобиль. Также из интересного, 3 выхлопных трубы у нас в заднем бампере, то есть она такая тройная. Почему? Потому что сброс выхлопных газов шел с левой ГБЦ, с правой ГБЦ, а также с турбин, то есть с фейсгейта. Очень интересная такая особенность у нее. Также машина обладала 2 бензобаками по левому и правому борту. Зачем это было сделано, сначала было не совсем понятно, ну, обычным людям непонятно. Для спортивных людей, то есть людей, связанных с автоспортом, также для инженеров все было сразу понятно. 2 бензобака общей емкостью 120 литров давали запас хода. При официальном ее расходе 19,6 литров изначально казалось бы, что 2 бака не оправданы, но все гонки на выносливость сразу же оправдали эту характеристику, эту особенность. И, что немаловажно, кроме запаса хода, естественно, это развесовка. В американской версии
этого автомобиля баки были из алюминия. В европейской же версии они были из резины, ударопрочной, ударостойкой. И эти бензобаки нужно было там спустя какое-то время менять за большую сумму денег. Что еще хотелось бы отметить, на американской версии автомобиля, раз уж мы заговорили о ней, передняя губа под бампером гораздо длиннее. Это также можно увидеть там в обзоре Дага Демура. И сзади присутствовали такие огромные резиновые отбойники. Ну, в принципе, этим характерны как бы все европейские автомобили, которые уходили на экспорт в США. Они все вынуждены были там оборудоваться такими, как американцы их называют, 5-мильные бампера. То есть это там огромные такие резиновые накладки, отбойники, которые, ну, кое-как проходили сертификацию в Штатах, и машины позволено было использовать на дорогах общего пользования в Америке. Также американская версия у нас обладала кондиционером, в отличие от европейки. И, соответственно, поскольку там еще кое-какие плюшки были, она была чуть-чуть тяжелее, соответственно, ее мощность была увеличена. Отмечу также, поскольку машина у нас чисто спортивная, у нее даже стеклоподъемников нет, то есть, ну, они там ручные, имеется в виду. На ранних вообще сдвижное окошко было из Лексана, как я уже сказал. Вот. И даже ручек дверей нет. Это вы можете тоже в обзорах увидеть. У нее вместо ручки дверей просто трос. Вы тащите за трос, и открывается вот эта дверь. Очень интересный такой момент. И что еще об Энцо Феррари хочу сказать, поскольку это была его, ну, скажем так, уже последняя машина, он доживал свой век, условно говоря. Он сказал такую фразу, что меня совершенно не волнуют зазоры на этой машине. Я хочу, чтобы она, ну, скажем так, наводила страх на водителя. С чем это было связано? В последние годы все машины Ferrari, ну, годы выпуска до этой модели, их обвиняли в том, что они стали слишком комфортными, слишком много в них лоска. Вот. И вот завод решил, собственно, выпустить чистую мощь без никаких наворотов, без никаких там плюшек, комфорта и так далее. То есть чистая мощность, жара в салоне, бешеная управляемость, бешеная там разгоны и все остальное. Ну, собственно, вот такая машина. Теперь уже можем более детально перейти к самой модели. И первое, что касательно, как я и сказал, зазоров. Действительно, зазоры на этом автомобиле очень, ну, для обычного обывателя покажутся странными, потому что на настоящей машине вот здесь зазор, вот здесь зазор огромный. Также вот здесь у нас зазоры там большие, в дверях тоже. С чем это связано? Это связано с тем, что при открытии вот этой части кузова, будем ее называть, допустим, багажником, да, открывается весь этот объем, весь перед с крыльями. Вот, тоже касается и задней части, это видно, у нас здесь вот тоже есть такие зазоры. Вся эта часть из там композитных материалов, вот аж по эту линию открывается вот так вот вверх, то есть полностью для обслуживания. И там видно уже будет голый каркас. Очень интересная такая особенность. То же самое касается, в принципе, вот здесь боковых там зазоров по дверям и так далее, поскольку она, в принципе, была там не особо... То есть никто не гнался там за какими-то фешенебельными там этими же точно зазорами и так далее. Тут был упор только на мощность. На спортивном автомобиле зазоры вообще не важны. Также из интересного здесь отмечены вот эти черные, такие черные, скажем так, фишки, если можно их так назвать, и вот здесь. Это замки. Всего на настоящем автомобиле там 8 замков, из них там 2 здесь, там 2 на переднюю часть держит, там в дверях 2, плюс там еще, не помню, тоже, по-моему, с бензобаками тоже что-то связано и так далее. То есть эти замки мы здесь можем вот спокойно наблюдать, так же, как и сзади. Замки на модели отражены, по-моему, прекрасно. Также очень хорошо показана оптика. F40 в своем оригинале обладала сразу двумя комплектами оптики. Зачем это было сделано? Первый комплект, причем он был полноценный, то есть и поворотники, и ближний свет у нас тут все присутствовало в первом комплекте фар. Вот, что позволяло сделать очень низкий профиль, очень низкий коэффициент лобового сопротивления. И второй комплект фар был выше, это уже у нас поднимаемые фары, если света не хватало, либо же для каких-то там дорог общего пользования, либо для каких-то еще, может, регламентов в разных странах, был второй комплект поднимающихся фар. Также мы можем по всему кузову наблюдать огромное количество воздухозаборников, они есть вот как здесь на передней части, вот здесь у нас на охлаждение тормозов пошли.
Также там были воздухозаборники за колесами, также перед задней осью, в дверях. Даже вот те малые воздухозаборники, которые я бы вообще не смог их определить, честно говоря, без обзора. За этим стеклом есть два небольших воздухозаборника, которые уходят на моторный отсек. Также здесь очень хорошо видно, собственно, жабры у нас, которые над моторным отсеком. Здесь также, вот, то есть вот эта часть. Вот здесь, ну я не уверен, что тут будет видно, под антикрылом тоже есть там все вентиляционные решетки. Здесь тоже, вот, то есть все по максимуму детализировано. Вот, и, как известно, задняя часть это вообще там из сетки была, потому что, чтобы полностью оттягивать горячий воздух от двигателя, от горячего, скажем так, двигателя. Также хотелось бы отметить все надписи, то есть у нас здесь Ferrari, естественно, есть надпись. Здесь ателье Пининфарина, здесь имеется значок с коняшкой, и точно так же на передней части есть коняшка. Очень интересно все это сделано, реализовано, ну, в общем, классно. Все надписи, все есть. Из очень характерной особенности этой модели, надпись F40, она есть только на этой стороне крыла. Почему? Потому что машина едет всегда вперед. То есть на настоящем автомобиле, так и здесь, на левой стороне крыла, никаких надписей нету. Тем не менее, здесь вот отмечены 3 отверстия. Вот, это очень важно, такие отверстия на настоящем автомобиле под регулировку угла атаки антикрыла. Ну, очень интересная такая, скажем так, фишка. Сетки, все это здесь отражено, я думаю, прекрасно будет видно. И в задней части сетки, естественно, есть, так и спереди есть. Решетки у нас очень неплохо детализованы, хотя они не просвещаются, но тем не менее понятно, что это такое. Вот. И губа, надеюсь, вот так будет видно. На американке, как я сказал, она гораздо длиннее, это у нас европейская версия, поэтому вот такая вот очень аккуратненькая, направлена, все это направлено на аэродинамику. Изначально у машины очень низкий там дорожный просвет, вот, и впоследствии инженеры добивались там того, чтобы для более поздних выпусков, вплоть до 92 года, уже регулируемая подвеска была чуть-чуть повыше, чтобы вы могли там, ну, к себе, условно говоря, на дачу заехать на этом автомобиле, потому что ажиотаж на эту машину, спрос был, ну, просто бешеный. Также она обладает одним дворником, то есть спорт, чистый спорт в чистом виде, что, в принципе, ну, то есть здесь все в этой машине, все говорит о спорте. Ну и еще хотел бы отметить зеркала. В зеркалах есть отражающие элементы. Здесь также, я думаю, будет видно. Ну и, собственно, такой автомобиль. Если я, конечно, что-то забыл сказать, будет очень грустненько, но постараюсь все отразить в этом обзоре. Из очень интересного также, хоть это и модель, хоть и уменьшенный масштаб, у нас отражены все части остекления и диски. Диски очень интересно сделаны, то есть все под оригинал. У нас здесь вот такая ширина диска. Сзади, естественно, диск гораздо шире, там на порядок. Вот, то есть и на резине точно так же, на резине это все отражено. Вот. Здесь также, как мы видим, отражены все там решетки, воздухозаборники, все остальное, то есть заморочились. Причем вот эта часть бампера, нижняя, что меня удивило, она там практически цельнолитая. Вот. И еще вот дополнительные там огоньки, скажем так, не помню, наверное, это ПТФ-ки. Вот они также отражены на машине, равно как и трехствольный выхлоп. Ну, очень хорошо детализована эта машина. Вообще, в принципе, как и оригинал очень крутой, так и эта модель прекрасно выглядит. Вот. У меня, конечно, она не скажу, чтобы прям в идеале, ее бы желательно полирнуть. Вот, но в целом она, то есть, обладает всеми деталями, всеми необходимыми ей ништяками, если можно так выразиться. Вот, то есть, из такого, что я уже перед обзором, когда готовился, заметил, помимо того, что оптика у нас здесь полноценная, то есть там желтый фонарь, красный фонарь, да, здесь ниже тоже красные фонари. Вот, и я заметил вот такой вот небольшой вот повторитель поворота на крыле. Вот, так же, как и вот эта оптика передняя. Также сделано просто потрясно. Вот. Ну, единственный такой моментик небольшой, что здесь уже не открывается основная оптика, ну, к сожалению, скажем так. Но в целом
Отличная детализация, отличная машина. Вот. Но надеюсь, очень надеюсь, что я ничего не забыл. Фанаты этой машины там в любом случае меня поправят, что-то подскажут. Еще раз повторюсь, я смотрел обзор на этот автомобиль, обзор Дага Демура, он там очень много чего рассказал о ней, и про замену бензобаков этих за очень большие деньги, и про замену лобового стекла там за 8000 долларов. И хотя стекло стоит 8, и при этом у нас боковая вот эта грань стоит там то ли 20, то ли 30 тысяч долларов, потому что это все композитные материалы. Вот. Ну, как и вся машина, у нас все вот эти кузовные панели, они состоят из композитов. Вот. И, как я уже сказал, действительно на настоящем автомобиле, это вы можете тоже найти в интернете без проблем, на настоящем автомобиле действительно под слоем краски можно увидеть эти волокна. Очень интересная особенность, по которой сейчас эксперты определяют, была ли машина перекрашена, были ли какие-то ее части покрашены, была ли она в ДТП. И также из интересного, компания Ferrari сейчас для своих моделей выпускает целый там альбом, из чего он состоит. Вы направляете заявку, вы направляете там все фотографии номеров деталей вашего автомобиля к ним, и эксперт, там все это очень строго, естественно, эксперт вам подписывает целый там альбом, они проверяют там часть каких-то элементов, сверяют серийные номера, и эксперт вам выдает и подписывает целый альбом, который подтверждает, что ваша машина полностью оригинальная на момент проведения этого теста. И таким образом компания Ferrari делает, грубо говоря, свои деньги из воздуха. Эта услуга стоит, по-моему, 3000 долларов или что-то такое. То есть вы покупаете Ferrari, а потом еще желательно иметь такой альбом, который говорит о том, что ваша Ferrari полностью оригинальная, даже если она была выпущена 2 месяца назад. Вот такая вот история. Что еще по этой модели хочу сказать? Ну, конечно, камера не передаст. Камера не передаст того, что, ну, ее прекрасного вида, ее прекрасных пропорций, естественно, цвета. И скажу честно, такую машину я бы уже не, ну, несмотря на то, что спокойно можно не кататься, да, там поставить на шасси, как я уже говорил в своих ранних видео, поставить и кататься, но эту машину я бы не рискнул катать даже там по покрытию, по столу, по полу, потому что вот это уже такая машина более коллекционная, это все-таки суперкар там из прошлого века, скажем так, и модель не менее ценна, скажем так, для, в принципе, для нашего времени, поэтому она скорее для полки даже, я бы сказал, то есть для коллекции такой, чем. Вот. Да, любая Ferrari, конечно, прекрасно выглядит, но вот это просто суперкар, настоящий суперкар, который, несмотря даже там на отсутствие кондиционера, причем, что интересно, еще такая фишка небольшая, кузов ее построен по принципу Берлинетта. Я стал разбираться, что же это такое. Оказывается, Берлинетта это кузов купе, но не просто купе, а в ранних вариациях Берлинеттой называли двухдверные седаны, то есть двухместный седан. Смысл в том, что в этой машине действительно только 2 места, там вот за вами уже стоит перегородка такая, ну, стекло, не стекло, я не помню. То есть стоит перегородка, водитель, пассажир, перегородка и мотор, чистая мощь, все, ничего, никаких ни дополнительных мест, ничего в ней нету там. Вот. А здесь в этом небольшом отсеке, хотя он, казалось бы, может быть и не маленьким, тем не менее, здесь в небольшом отсеке максимум можно сложить там несколько чемоданов, поехать куда-нибудь там на природу, на пикник, не более. Вот. И Ferrari даже впоследствии именно для F40 выпускала там серию из 3, по-моему, кожаных чемоданов, которые складывались вот сюда, в эту часть. Вот. Так же, как и сервисная книга была в кожаном переплете для этой машины. Ну, это уже такое, скажем, что-то из разряда лакшери и так далее, то, что не особо нужно. Вот. А вот 3,9 до 100 км в час, я думаю, это отличный показатель того, как и зачем строилась эта машина. Вот. Ну, теперь уже я точно уверен, что на этом все. Даже если что-то забыл, вы меня там поправьте в комментариях. Вот. И если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. На этом у меня все. Всем пока.